Я с огромным удовольствием хотел бы представить нашим зрителям госпожу Татьяну Ланскую, лауреат международного конкурса, обладательница совершенно чудесного сопрано, о чем я могу лично засвидетельствовать, арт-директор и президент благотворительного фонда с таким прекрасным названием «Бельканто». И хотел бы сразу вас приветствовать в рамках нашего проекта, который называется «Устная история». Поэтому у нас это даже не интервью, это беседа с людьми, которые могут много рассказать о том времени, в котором мы живем, сквозь призму своих ощущений, восприятий и так далее. То есть этот проект направлен на то, чтобы зафиксировать свидетельства важных людей о времени, в котором мы живем, и о их восприятии этого времени, что является очень-очень важно, поверьте мне, я вам как историк говорю, это важнейший будет исторический источник для реконструкции вот нашей эпохи, нашего времени. Тем более из уст таких очевидцев, как вы, поверьте мне, ценный очевидец. И чтобы закончить с этой темой, я сразу хочу сказать, что я ваш поклонник. Спасибо. Вам, наверное, это не удивительно. Большая армия, наверное, поклонников вашего удивительного дара, таланта. И я хотел бы начать нашу беседу со следующего. Расскажите, пожалуйста, о себе, вот о вашей семье, как складывалась ваша молодость, детство, как возник интерес вот к вашему нынешнему поприщу. Вообще, я из семьи, где все занимались авиацией, из семьи летчика и стюардессы, и где все бабушка и дедушка были причастны к созданию самолетов. Вот. И совершенно неожиданно, то есть меня заинтересовала именно музыка. Вот. Родилась я в Екатеринбурге и закончила там центральную музыкальную школу. По классу? При консерватории по классу фортепиано. Верно. Да, и приехала в Гнесинскую академию, которую я закончила, по классу дирижирования. А уже после аспирантуры закончила как в Московской консерватории как вокалистка. Вот. И по окончании консерватории действительно была такая дилемма: либо идти петь в театр. Театр – это история очень зависимая. Да, то есть, во-первых, не всегда в театре идет то количество спектаклей, в которых ты можешь себя проявить. Вот. И, конечно, меня больше всего привлекало именно концертное, то есть камерное исполнительство и вообще как бы концертная, скажем так, практика. То есть хотелось петь концерты удивительной музыки, которой очень много. И музыки Ренессанса, и музыки барокко, и Рихарда Штрауса, и отдельно песни Мендельсона, и Шуберта, французские программы, Рейнальдо Анна, Габриэля Форе. То, что в театрах фактически, этого действительно не фактически, это просто не бывает. То есть я сразу хочу сказать, это просто потрясающе. Обычно же вот карьеры все наоборот стремятся, вот, насколько я знаю, именно в театр, но вас эти рамки, да, не устраивали, да, меня это не устраивали, да. И жесткие. Потом это очень зависимая, безусловно, специальность, как и актерская. Когда ты зависишь от режиссера, когда ты зависишь вот ты нравишься дирижеру или ты не нравишься. И, в общем, действительно, это, скажем так, коэффициент полезного действия может быть совершенно совсем небольшой. Если ты не встретишь в театре того, кто будет заинтересован именно в тебе. Вот. А так много потрясающей музыки, что хотелось это именно показать. И поэтому я еще не закончила аспирантуру, когда пришла такая идея создать фонд содействия и развития музыкальной культуры, который назвали «Бельканто». Потому что он был связан именно со мной и именно с вокальной музыкой. Вот. И первые наши концерты, они, как правило, были... То есть их аудитория была очень небольшая. Это был дипкорпус. Все первые концерты, первые 2 года работы фонда, это абсолютно была работа, связанная с дипкорпусом. Вот. В дальнейшем совершенно неожиданно случилось так, что у меня появилась замечательный концертмейстер Елена Михайловна Борисова, к сожалению, ее уже нет. Она, помимо того, что она была замечательной пианисткой, она еще была органисткой. И у нее была именно такая идея, что нужно сделать все-таки органный концерт. И совершенно неожиданно таким образом возникли органные концерты. Сначала в Москве в соборе Святого Людовика французского, а далее больше музей Глинки, консерватория московская. И, в общем, сейчас так неожиданно фонд выбрал
такое развитие, что основная деятельность наша – это органные концерты. То есть они могут быть органные концерты с ораториальным жанром, да, допустим. То есть у нас целый проект «Органные вселенной», например, «Пиарт Берлинское место», написано для хора и органа. То есть и самые разные концерты от музыки стихии с этнической музыкой. Самые разные – японской, узбекской, армянской. И огромное количество проектов, и все не связаны с органами. Таким образом, мы установили орган в Дарвиновском музее в Москве, где проходят сказки живой природы с органом песочной анимацией. Мы установили орган в Пушкинском музее в Москве, где мы делаем разные взрослые программы, в основном литературно-музыкальные, и детские. То есть, в первую очередь, сказки Пушкина, да. Вот. И в других, там, совершенно других залах, где тоже мы установили органы. Поэтому так удивительно, но выработалась такая, то есть мы заняли такую нишу. Первую, вот. То есть фактически, никто же, наверное, так не делал такие наверное, концерты. Да. Замечательно. И концерты в соборе, главная наша площадка, это Евангелический лютеранский собор святых Петра и Павла, это немецкий собор. Он находится на Китай-городе, как бы в самом центре. Да. Это наш основной зал, где у нас находится и офис в том числе. И вот там у нас проходят самые разные концерты. Скажите, и вам удается сочетать вот эту ипостась художественного руководителя и менеджера, да? Менеджера и исполнителя. И еще исполнителя да. в едином лице. То есть да. я понимаю, что вся вот эта организационная деятельность, прежде всего, на ваши плечи, да, легла? Ну, в том числе. Но у нас замечательная команда. Да? И сколько человек работает в вашем фонде? Нас было очень много до ковида. Ковид заставил все минимизировать, и сейчас это приблизительно 15 человек. Но при этом у нас 50 концертов каждый месяц. Месяц? В месяц. Ну, это колоссально. Это с разными исполнителями, да? С очень разными исполнителями. С разными площадками, разными проектами. Вы сотрудничаете с большим количеством театров, да, я так понял? И театров, и, наверное, фактически со всеми органистами мира. Мира? Конечно, которые нам все время пишут. К сожалению, сейчас не вспомню фамилию, потому что у нас играл старейший, самый известный органист из Мексики. Вот в том числе. И в том числе с Большим театром, да, вы сотрудничаете? Да, с солистами Большого театра, солистами оркестра Большого театра. И эта деятельность и международная, и российская, да, имеет характер? Да. Вы выезжаете на гастроли, да, в Европу, в другие страны? Да, и всегда у фонда была именно такая как бы мечта, то есть открыться не в каком-то городе, то есть в городах, как правило, наши программы интересуют филармонии. Вот, допустим, там Самарская, Екатеринбургская филармония, самые разные филармонии просят у нас разные программы. То есть, например, музыка аниме, органы мир Хаяо Миядзаки. То есть у нас тоже переложено для органа. Самые разные программы. И была давно такая мысль, что нам нужно все-таки как-то за пределами России тоже показать наше, скажем так, искусство и наши возможности. И первым таким стартовой площадкой был выбран Узбекистан. Замечательно. Да. Для нас повезло Узбекистану. Вот, потому что меня, правда, очень долго отговаривали. Отговаривали? Да, я в 2019 году впервые оказалась в Узбекистане. Ага. И я просто влюбилась абсолютно в эту страну. Спасибо, нам очень приятно. Есть, правда, я была не в июле. Да. Да, я была в конце сентября. Вот, и нас встречал потрясающий совершенно историк и экскурсовод. И мы были вообще все просто абсолютно влюблены. До сих пор осталась у нас мечта посетить Нукусский музей. Не осуществили еще? Да, хотя дружим с Макартычевым. Да. Да, и мы еще дружим по Москве, потому что он был замдиректора Музея Востока. Да, мы в Музее Востока тоже делали много проектов. Может, вам удастся и концерт там дать? Он очень на это нацелен. Мы даже договорились, что рояль нам из театра принесут. Потому что здесь ведь тоже много каких-то таких тонкостей. Поэтому музей Савицкого. И более того, я была под таким впечатлением, и второй раз я оказалась здесь в мае 2022 года, и вновь поехала в Самарканд, оказалась в обсерватории Улугбека. И, в общем, действительно, это уникальная фигура, это фактически Леонардо да Винчи Востока. Все верно. Да, и у нас возникла идея
сделать фестиваль, посвященный ему, который мы осуществили. Этот фестиваль сейчас идет. Это приблизительно 1 концерт в месяц. Правда, мы поставили на паузу летом. Вот. И почему именно такая идея возникла? Потому что у нас есть очень известный проект, который стартовал в 2019 году, называется Hubble Fest. Мы сотрудничаем с НАСА, которые предоставляют... Хаббл – это спутник. Спутник, да. Телескоп. Телескоп, да, который предоставляют видео и фотографии. Это открыто, это не закрытая информация, это предоставляется всему человечеству безвозмездно. Да. И мы делаем... У нас есть проект Hubble Fest «Музыка Вселенной». И там самая разная музыка, вот самая разная, на самых разных инструментах. Это и маримба, и дудук, и орган, и 2 рояля, и вот самые разнообразные, и включая термин вокс даже. То есть вот всевозможные инструменты. Специфические инструменты. Да. Вот. И это все сочетается именно с видео, которое было снято этим телескопом. И как раз, когда я здесь попала в обсерваторию, я сказала, почему нам не связаться с обсерваторией, не получить материалы и не сделать фестиваль Улугбек-фест. Потрясающе. И мы это сделали. Мы открылись. У нас принимали участие артисты из Узбекистана, пианистка, которая учится сейчас в Московской консерватории, Зиёта Шанхаджаев, который руководит группой Учкудук. Он сделал вообще необыкновенный, мы с ним сделали проект. У меня давно была мечта сделать мугам, который он исполняет на гитаре. На гитаре. С органом. И вот это как раз сделали. Вот это, я как раз хотел спросить, что же вы исполняли, да, на мероприятии это как раз, помимо того, что там были еще произведения узбекских композиторов, замечательных. Вот сейчас, например, в сезоне мы будем исполнять сагдийские фрески. Я когда уже приехала сюда осенью, я совершенно случайно попала на юбилейный концерт Мустафы Бафоева. Я считаю, что это просто Карл Орф Узбекистана. Потому что это невероятная музыка. Вот мы выпросили у него партитуру, и с оркестром Министерства обороны будем в этом сезоне это делать. Сагдийские фрески называется. Нет пророка в своем отечестве. Вот сейчас вы мне рассказываете, вот я сам ничего этого не знал, теперь буду этим интересоваться. Потому что здесь действительно есть потрясающие композиторы. Сагдийские фрески – это свидетельство о том, что вы очень глубоко проникли вот в узбекскую культуру. Вы откуда знаете такие названия? Это надо знать историю, культуру. Это название вот этого произведения. Замечательно. Да? Его, да? Сагдийские фрески. Очень красивое название. Потрясающе совершенно. Ну вот то, что вы рассказали, это я без всякой лести хочу вам сказать, что это характеризует вас, во-первых, как очень самостоятельную такую творческую, не хочется слово единица употреблять, самостоятельную творческую такую мощь, да, вот вы олицетворяете собой, что вы действительно не вписываетесь вот в какие-то узкие рамки, и вы, я вижу, что вы очень склонны к экспериментам, да? Абсолютно. Да? В чем и нуждается, наверное, классическая музыка современная, чтобы вот современного слушателя привлечь, уже недостаточно, да, вот эти высоколобые рассуждения, концерты, а надо вот в массы, да, ее все-таки. Конечно, потому что можно исполнять самую сложную программу в пустом зале. Да. То есть я думаю, что нужно сделать так, прежде всего, чтобы зал был полный. И тогда всегда можно что-то включить в программу концерта. То, что мы, например, думаем, что люди никогда этого не поймут. Они это не понимают, потому что они этого не знают. У нас был очень большой проект в историческом музее, который находится на Красной площади. Называется «Исторические и культурные параллели». Каждый концерт был связан с выставкой художников на определенную тему. И художники, их очень сложно затащить на концерт, как ни странно. Серьезно? Да. Во всяком случае, в России. Вот. А это были художники, это было современное искусство, хотя многие были даже академики. И у нас был концерт в рамках этого проекта, посвященный творчеству Иоганна Себастьяна Баха. Приехал хор из Штутгарта, и мы исполняли разные кантаты Баха, и вот мы еле-еле смогли просто буквально затащить художников. Они были в таком восторге, каждый рыдал, и потом большинство мне написали картину и подарили. Потому что они считали, что это, наверное, что какой-то ужас, это Бах. И они впервые услышали, что это действительно потрясающая музыка. Замечательно. Вы знаете, хотел вас спросить, мне это очень интересно, потому что я был очевидцем этих событий. Немножко подробнее расскажите о концертах здесь, вот в Музее искусств, где мы снимаем вас. Да. Как возникла эта идея и как ее удалось
реализовать. Очень успешно, кстати, я сразу могу Вообще, сказать. как я попала в музей, это совершенно невероятно, скажем так. Когда в 2019 году второй раз в жизни оказалась в Узбекистане, вернувшись в Москву, я позвала очень многих друзей и сказала, что мы заказываем плов и делаем узбекскую вечеринку. И моя подруга, архитектор, очень известный архитектор и реставратор очень многих известных памятников, на эту вечеринку принесла мне подарок. Называется картина «Город Ташкента», которую написал художник, народный художник Узбекистана, по-моему, академик, Валерий Кузнецов. Да, известный художник, Да. я знаю его. Вот. И потом мы стали искать, говорю, слушай, говорю, есть ли у него еще какие-нибудь работы? И мы нашли еще работу, уже его не было, он, оказывается, был в гостях у дочери, которая живет в Москве, потом выяснилось, что дочь учится в архитектурном институте, не пропускает ни одного концерта в соборе Петра и Павла, и она принесла мне работу уже в подарок. И когда я здесь оказалась зимой, я попробовала ему, как раз он, мне позвонила его дочь, говорит, попробуйте папе позвонить. Я ему позвонила, говорит, ой, Татьяна, говорит, если бы вы мне позвонили на 3 дня раньше, а у меня только что закончилась персональная выставка в этом музее. И сегодня, говорит, это было 14 февраля, День Святого вот, Валентина. да, День Святого Валентина, я ее снимаю, приходите, хоть что-то посмотрите, работы. Вот, потому что, естественно, в мастерской, как у всех, там все это завалено, это не всегда как можно увидеть. И я пришла, он меня познакомил с Василией Салиховной, Директор музея. да, директором музея, и познакомил меня с Джихангиром Булатовичем. Да, да. Вот. И, в общем, такое оказалось совершенно неожиданное знакомство. Потом я попросила, говорю, а можем ли мы увидеть дом Романовых и попасть туда? Вот. И, Да, он же на реставрации. да, и нам любезно как бы тоже предложили туда поехать, посмотреть. В общем, мы были в полном восторге. Вот таким образом, через искусство узбекского художника, потому что он здесь живет много поколений, его прапрапрадед приехал руководить Туркестанской дорогой. Понятно, Туркестан железная Да. дорога, да. Так нет, а как возникла идея концертов? И когда Дело в том, что в России и в Москве в том числе огромное количество концертов проходит в музеях. Это уже традиция, Это да? абсолютная традиция, это ни для кого не новость. То есть мы проводим не только в музеях, но и в картиногалереях. Например, регулярные концерты абонементные. Абонементные. Галерея Ильи Сергеевича Глазунова, которые начались еще при его жизни. То есть у нас уже 6 лет были концерты, когда его не стало. До сих пор, значит, проходят концерты в галерее Шилова. Вот, это, во-первых, это исторические памятники, это очень красивые сами по себе места. И, кроме того, огромное количество музеев, где у нас проходят концерты. Вот сейчас, например, лето, я как раз лечу, потому что у меня концерт в усадьбе Кускова. Это усадьба Шереметьевых. Вот, и там это может быть только летом, потому что это дачи были. И эти залы не отапливаются. Понятно. И только летом, потому что это дерево, ты приходишь, думаешь, что это вообще все из камня, а это все папье-маше. Они все легкие, сделаны из дерева, то есть это настоящая дача. Вот. В усадьбе Архангельская, в усадьбе Царицына. То есть очень много именно усадеб, музеев, самых разных. Где Ну, это до вас было или вы это все инициировали? До нас это было, но мы это инициировали в большей степени. Да. Ага. И к этому очень открыты все. Причем, как правило, мы стараемся, чтобы тематика, она отражала деятельность того места, где мы оказались. Да, Да. каждый раз в контексте, да, вот этого Потому что, культурного например, пространства. есть пространство галерейное, да, которые работы и, скажем так, хозяин галереи обожает джаз, и все это комбинируется очень красиво. То есть там такие концерты проходят. У Ильи Сергеевича всегда очень строго. То есть вот он любит только классическую музыку, либо народную, и то в каком-то... И поэтому мы тоже как бы следуем интересам, скажем так, Понятно, да. автора, чья это галерея. Ну, тогда и синтез возникает. Безусловно, вот этот, да. правильно Или же? вот, например, вот у нас огромный успех Пушкинского музея сказки Пушкина, потому что Я представляю. приходят люди и видят дом, где жил Александр Сергеевич после свадьбы Да. с Натальей Николаевной. И, то есть ребенок видит и музей, и какую-либо выставку, которая в это время проходит, и слушает сказку Пушкина уже совершенно иначе. Ну, конечно. Да, или в Дарвиновском музее у нас, как правило, сказки живой природы. Это и Маугли, и Рикки-Тикки-Тави, и Кот в сапогах, так или иначе связаны
что-то с животным миром. Мгм. И в Ташкенте, как И это в вдруг Ташкенте, благодаря случилось? тому, что я оказалась здесь, попросила, говорю: Валерий Александрович, вы можете меня познакомить, потому что мне бы безумно хотелось сделать концерты в музее. Причем Чего у нас не было никогда, я не например, знаю. то есть я бы еще хотела, конечно, очень сделать музей прикладного искусства, потому что это очень красивое пространство, хоть оно и очень камерное. Вот. И любезно музей пошел навстречу. Более того, Василия Салиховна сказала, что это фактически наш дом, что мы можем делать любой проект. Вот. И мы сделали концерт, причем первую программу мы не стали делать тематическую, потому что, думаю, сначала нужно привлечь людей, потому что так как этого нет в Ташкенте и в Узбекистане, то есть сначала показать людям, скажем так, все грани того репертуара, который мы можем здесь представить. Вот. А потом уже у нас даже был с Василией Салиховной разговор по поводу того, что ведь прошли реставрацию 3 полотна Кандинского. Да. И могли сделать концерт, именно показать полотна, и чтобы прозвучала музыка времени Кандинского Василия. То есть вот это как бы удивительное вот это время, сложное, скажем так, но которое отражено там в музыке Калинникова, Масалова. То есть не совсем для нас сегодня знакомых имен. Помимо того, что вы сами замечательно сольно выступали, потому что я был на этих концертах, у вас были удивительные музыканты. Это вот они сотрудничают с вашим фондом, да? Да, они сотрудничают с нашим фондом. Сюда приезжали музыканты и Евгения Сигинюк, контральто из Большого театра, и Егор Винников, джазовый пианист из Москвы, и Игорь Тен. Он закончил здесь школу Успенского. После этого он закончил Гнесинскую академию в Москве. Вот. И более того, потом приезжали музыканты из Москвы. Наш такой костяк, у нашего фонда есть трио: орган, дудук и саксофон. Дудук, вот, да. Очень интересно это было. Приезжал Хасаров Манукян, Юра Таштамиров и Иван Ипатов. Это мой самый основной партнер, это мой концертмейстер, органист и пианист. Причем он закончил консерваторию как пианист и как композитор. Но так как концерты возникли органные, то он обучился игре на органе, и даже у Зарецкого Даниэля Феликсовича закончил Петербургскую консерваторию, как уже 3-я специальность, скажем так. И он совершенно замечательный органист. Автор всех аранжировок. Да. Как ваше впечатление? Вы сами удовлетворены этими концертами? Я думаю, что да, и публика принимала совершенно замечательно. Публика, я могу засвидетельствовать, был просто Но вообще огромный хочу сказать, резонанс. что публика в Узбекистане, в Ташкенте, скажем так, я не могу сказать про весь Узбекистан, потому что у нас в других городах не было концертов, намного теплее, чем в Москве. Вот ваши наблюдения такие, вот, да? Потому что я, помимо того, что я участвую сама в концертах, я очень часто бываю на других концертах. И публика просто замечательная. Ну, может быть, в Москве более избалованы? Я думаю, что да. Да, потому что в Москве концертов огромное количество. Здесь этого нет. Да. И здесь видно, как люди действительно ждут каждой встречи с искусством. Очень ждут. Потому что вот есть стереотип, вы немножко об этом сказали, вы, наверное, с ним сталкивались, что это никому не нужно, что это нереализуемо, люди не придут. А я видел, что мест не хватало. То есть пришло гораздо больше, чем планировалось. Вот один человек в Узбекистане мне как раз сказал, что это утопия, что это интересно было бы в Европе, это интересно было бы в Москве. Видите, что в Узбекистане это не вызовет такого резонанса. Как он глубоко заблуждался? Я думаю, что прежде чем так сказать, надо все попробовать. Конечно. Конечно. И спасибо вам, что вы не прислушались к таким. Что и люди не ходят в музей. Я думаю, как раз если есть в музее помимо экспозиции еще культурная жизнь, то это всегда является центром притяжения. Это современная концепция музея. Он же должен живым быть, работать. Вы знаете, сколько ваши концерты привлекли будущих зрителей музея, которые пришли, наверное, впервые в музей на ваш концерт, но увидев, какая богатая здесь экспозиция, и насколько... Так что у вас и очень какая разная, какая многоликая, действительно потрясающее собрание. Это очень интересный опыт, который вы уже отработали в Москве, и слава богу, что принесли сюда. Да. Я надеюсь, вы будете продолжать? Конечно. Именно в Узбекистане тоже, да? В Ташкенте. То есть мы как раз
октября мы не то что возвращаемся, то есть действительно в летний период очень жарко. Вот у нас мы хотим сделать международный фестиваль органный в соборе. Ташкенте? Да. В Костеле, да? В Костеле, нашем? да. Вот тоже было очень интересное мероприятие в Костеле. Можете немножко рассказать, как это все у вас? На самом деле мероприятие было не одно, их уже было 3 концерта там, да. И первые 2 концерта были такие просто, скажем так, ознакомительные, с очень разными программами. А 3-й концерт был уже посвящен, то есть это было открытие международного фестиваля «Музыка соборов мира». И мы исполняли музыку композиторов, которые работали и писали, и творили в Нотр-Дам-де-Пари. Да. Да. Это духовная, да, музыка, да, прежде всего? Да. Музыка была только духовная. Только духовная, и это да. одно из условий, скажем так, самого собора. Конечно, конечно, Да. да. А вообще вот может, я ошибаюсь, но Да. вот по тем концертам, которые я слушал, у вас вообще есть особая тяга к барокко, да, и ренессансу музыки? Или просто так вы очень много в репертуаре было? На самом деле, наверное, все-таки основу моего репертуара составляет именно барокко, даже еще, если можно сказать, уже это музыка Баха. Вот. Но в принципе репертуар очень обширный. Просто, наверное, то, что действительно очень люблю. Да, ну это великолепно просто. И я знаю, что в Москве есть очень много баховских программ, но очень часто в баховской программе звучит ария 127-й кантаты. Я знаю публику, которая, то есть нам уже 17 лет, и люди отыскивают, когда я пою 127-ю кантату, и приходят именно на это произведение. Вы знаете, что мне еще очень интересно, если вы об этом расскажете? Я немножко познакомился с вашей биографией, и меня очень удивил один факт, что вы закончили философский факультет. Да. Это очень тяжелая учеба, я знаю, да, и при вашей вот занятости, вашей творческой деятельности вы нашли на это время. Значит, у вас был большой интерес. Это же такая специфическая, такая рациональная все-таки деятельность, философия. Я, конечно... Ну, я бы сказала, как это вообще все возникло, потому что какой-то был такой период, когда у меня была мысль уйти от музыки, скажем так. Даже так? Да, вот во что-то как раз более такое рациональное, скажем. Но потом это все соединилось и... Ага. Ну, я думаю, что фуги Баха, наверное, композиционно выстроены не хуже, чем философские трактаты безусловно, великие. Да? Там же тоже есть своя структура, своя. Вам Конечно. Профессионально это все понятно. И что вам дала учеба на философском факультете? Вам было интересно? Мне было очень интересно, и я думаю, что если у меня сейчас была бы, например, возможность пойти учиться только в очень хороший вуз, я думаю, американский или европейский, как маркетологу, я бы тоже сейчас с удовольствием это сделала. Потому что я думаю, что сейчас, конечно, во многом очень важно в любой специальности это действительно маркетинг. То есть способ донесения того, что ты делаешь, до каждого человека, до аудитории. Невероятно важно. Сейчас же колоссальная конкуренция. Безусловно. Информации. Вот мы сейчас, например, когда начался год Рахманинова, мы на открытии этого года, он родился 1 апреля, мы сделали 26 марта, мы исполнили все ночные бдения в Москве, и мы первые в Москве сделали инсталляцию с помощью нейросети. Уже после нас уже очень многие сделали. Но мы очень стремились, чтобы мы были все-таки первые, да. Большинство же даже боятся даже обсуждать эту тему или тронуть этой нейросети. Нет. Более того, мы сейчас, например, наши афиши даже делаем с помощью этого. У нас даже специальный человек в команде, кто сейчас... То есть это уже абсолютно прикладное. Все-таки инсталляция – это то, что соединяется вместе с музыкой. Вот. А афиша – это уже абсолютно прикладное. Замечательно просто. Это такие интересные стыки вот вы находите. И очень многих, например, людей идут на концерт программисты, который, может быть, и не пошел бы послушать, не знаю, там, Моцарта, Регера, еще какую-то классическую музыку. А вот, например, увидеть инсталляцию, созданную с помощью нейросети, ему интересно, любопытно. И таким образом он уже попадает в какую-то другую атмосферу, слышит музыку, и уже я вижу их, как они стоят около афиши, и уже выбирают, на какой следующий концерт они пойдут.
Вот потрясающе. Вы просто для меня открыли совершенно новые грани вот вашей деятельности. Поэтому я думаю, что существует очень много знаний, да, которые нужны и применимы. Современных знаний, Абсолютно, технологий да, даже, да, правильно да, же? да, абсолютно. Рекламных, маркетологий. Да. И нельзя стесняться Абсолютно. вот в слоновой башне, да, сидеть и как бы высокое искусство. И еще чем мы отличаемся, я бы так сказала, наверное, ну не наверное, а точно от всех, то что хотя мой педагог и многие мои друзья считали, что нужно именно продвигать имя. Вот я этого не делала. Вот сейчас как бы я пытаюсь начать это делать. А у меня сразу же была такая идея продвигать бренд фон Бельканто. И этого не делает никто. То есть если человек приходит в консерваторию на концерт, он приходит на что? Он приходит, например, на концерт Спивакова. Да. Или он приходит на реквием Моцарта. То есть он приходит либо на произведение, либо на исполнителя. Либо на исполнителя. То есть это вот либо площадку. То есть к нему приехали друзья, и он хотел бы их сводить в консерваторию. То есть 3 причины. Мы первое это сделали, и мне тоже говорили, что это абсолютная утопия, особенно в области классической музыки. Тем не менее, то есть вся наша реклама наружная, вся наша реклама, которая была уже партнерская, связанная с радио, с средствами массовой информации, у меня везде было только фон Бельканто. У нас логотип – это такое красное солнце. И красный цвет наш фирменный. И вся наружная реклама, мы не делали какие-то… Вот, допустим, как здесь висит, что такого-то числа выступает такой артист. А у нас просто висели, допустим, лучшие концерты классической музыки. И наш логотип. И это удивительно, когда люди опаздывают на концерт, там бегут, и нам уже рассказывают, там в консерватории кричат: «Господи, где же этот зал Бельканто?» То есть зал Бельканто, собор Бельканто, то есть для них бренд уже. Бренд. Да. То есть вот таким образом, то есть, хотя все говорят, что это абсурд, это же не Кока-Кола. Но они ошибаются. Мир Абсолютно, сейчас да. такой. К сожалению, конечно. надо же сквозь Кока-Колу надо же пробиться. А я как не классической думаю, музыке? что к сожалению. Я думаю, что просто мир такой, какой он есть. Ну, наверное, да, вы правы, конечно. Я историк, поэтому, я это понимаю. И поэтому, если бренды пробивают свою дорогу, строят свою историю, то и классическую музыку, и вообще музыку можно тоже нести как бренд. Абсолютно. Более того, последние 4 года мы вышли за рамки классики, причем очень сильно вышли. Мы делаем программы, очень многие связаны с кроссовером. То есть это рок-хиты, например. Но не просто рок-хиты, а обязательно, допустим, симфоническим оркестром и органом. Музыка «Органный мир» Хаяо Миядзаки. То есть чудесная музыка Дзё Хисаиси, которая звучит у нас в переложении для органа. Очень много киномузыки. И вот… Голливудскую классику вот был концерт. Вы тоже, по-моему, да, причастны были к этому? Да. И концертов киномузыки мы делаем огромное количество. Вот сейчас у нас будет в ноябре в Москве концерт памяти Артемьева. Это Эдуарда Артемьева. Это феноменальная музыка. «Раба любви», «Свой среди чужих», «Чужой среди своих». И… Недавно скончался, да? Да, как раз да. Вот это будет год. Его памяти. Раньше у нас будет концерт, посвященный тоже фортепианному наследию Микаэла Таривердиева. И вот сейчас я была в Москве, у нас было 4 премьеры, и я очень волновалась, как это будет воспринято. В одном была музыка Рыбникова. Вы не представляете, как звучит музыка Рыбникова на органе? Не представляю, да. Это просто потрясающе. Это был Таривердиев, Рыбников, это был Хреников. И Таривердиева на органе, да? Да, Хреников. Ну, Таривердиев очень много писал для органа. Он дружил с Гарри Гродбергом в свое время. И Гарри Гродберг первый рекомендовал ему попробовать что-то написать. И у него есть огромные концерты «Кассандра», у него есть очень страшный концерт, который мы не включаем в программу, потому что он действительно, но он отражает, называется «Чернобыль». Например. У него есть потрясающие пьесы, чудесные, изысканные, называется «Подражание старым мастерам». И мы даже делаем программу «Бах и Таривердиев». Серьезно? Да, когда звучат прелюдии Баха и прелюдии Таривердиева. Потому что это действительно такая, скажем так, необарокко. Вот. И мы очень много занимаемся программами, которые сейчас называются неоклассика. Естественно, это никакая не неоклассика. Неоклассика – это у нас Хиндемит, это у нас Пуленко, это у нас Рейнальдо Ан, в какой-то степени Стравинский, Хиндемит. Но почему-то так это назвали. То есть я думаю, что они имели в виду новая классика, а как бы назвали неоклассика. Вот это Людовико Эйнауди,
вы наверняка знаете, Да. это итальянский пианист, Да. и очень большой пласт этой музыки, совершенно замечательный Макс Рихтер. То есть вообще, наверное, это, скажем, такой пласт музыки, который вышел из авторского кино. Мгм. Вот. И этой музыкой мы тоже занимаемся очень много. Это Олаф Олафсон, это Арнольдс. Очень много, в основном, скажем так, музыки северян, которая действительно, вот это сейчас очень воспринимается аудиторией. И то же самое мы сделали это для органа. И вы для это органа, исполняете на фортепиано. классических Да, инструментах? да. И в том числе на Великолепно. органе, да. Великолепно просто. Это такое удивительное. Это и есть приближение вот классики для широкой... И, допустим, и публики. очень часто мы это соединяем с классическими произведениями. Да. Но люди сейчас вот очень легко воспринимают, например, Ренессанс, барокко. Вот в чем мы видим действительно не так легко, это романтизм. Мгм. Потому что романтизм – это большие полотна, а сейчас люди все-таки мыслят телеграфно. То есть все равно такая жизнь СМС-ка, Ага. скажем так. То есть все должно быть коротко и ясно. Да, и быстро. И доступно. быстро, да. Но, тем не менее, у нас есть проект «Звучащие полотна». Этот проект, он возник как мультимедийный, то есть где оживляются полотна. Мы начали с Леонардо да Винчи, потом у нас появился Ван Гог, потом, в общем, сейчас, я не знаю, к творчеству кого мы только не обращались. Последний был Гидеон Рихтер. Это буквально недавно вышел фильм о нем. Удивительный, то есть про этого экспрессиониста, скажем так. Вот. И здесь очень интересно, потому что очень многие люди, они приходят на концерт, например, не чтобы услышать не музыку, а увидеть творчество художника, который с помощью новых технологий преобразовано. Да, сейчас модное такое Вот. направление. А слышит музыку и то же самое. То есть главное привести зрителя. А каким образом ты его привел? Через изобразительный ряд? И потом мы стали рисовать это песком. У нас есть лучшие художники, которые могут воссоздать просто крупное какое-нибудь полотно невероятное за 7 минут. Слушайте, Это, конечно, да. это не... Вот у нас Еще есть... на глазах. На глазах. И вот, например, у нас очень популярный проект, он камерный, он проходит у нас, как правило, в Пушкинском музее, это Шопен и Дега. И Пушкинский музей к этому благосклонно отнесся. Абсолютно. Да? Абсолютно. К таким вот новым Да. формам. Сначала академики Да. немного вставали в штыки, но это продлилось буквально до того, как они оказались на концерте. Да. Когда увидели, Как только они увидели, все, вот у нас чудесные, дружеские, прекрасные отношения. Великолепно. Вы знаете, мне сейчас пришла в голову мысль, а вы не хотели вот какие-то тренинги? Просто вот то, что вы рассказываете для вот Пока нет. людей Пока вашего цеха. Пока лучше мы сделаем Да? то, что мы еще можем сделать, да. Это лучше всего показать, да? Просто. Да. Так у вас, я совершенно не хочу принижать, но у вас колоссальные преимущества перед репертуарными театрами. Это, конечно, великие учреждения, храмы Да. искусств. Но вот по степени доступности, по степени того, как вы влияете на людей, наверное, вы тут вообще первопроходцы. И еще у нас мы отличаемся тем, что мы и здесь, тоже на концертах, мы раздавали листочки отзыва. У нас эта практика фактически возникла через месяц, наверное, нашего существования. Даже это было в посольствах. Даже в посольствах. Когда люди сразу же писали, понравился ли им концерт, что не понравилось, что бы они хотели улучшить, или что-то вот их раздражало. И у нас после концертов стоит огромная очередь. Кто не знает, у нас даже мы дарим людям ручки с нашим логотипом, и они пишут листочки отзыва. И поэтому у нас огромный совершенно вот этот поток информации. То есть мы все понимаем, если что-то не так, то мы стараемся как бы к этому прислушиваться. А с другой стороны, у нас очень публика, вот если ты приходишь в консерваторию просто на какой-то концерт, и даже если что-то не так, а вот у нас в последнее время бывает очень часто не так, но все равно приходят интеллигентные люди. Они все понимают, что все живые люди, Да. разные состояния, что-то еще. То у нас публика, так как это гораздо, вот как все говорят, что такое, скажем так,
языком маркетолога, потребители классической музыки, продукты высокого искусства. Это как чай, это как пленка на чае. Какая она, эта пленка? То есть чай остывает, и там тончайшая пленка образуется. Если ты становишься чем-то таким более масс-медиа, то ты уходишь, у тебя уже это не такая тонкая пленка, у тебя гораздо больше срез людей. Но я хочу сказать, что эти люди, они требовательные. Вот он заплатил за билет, Конечно. он требует, чтобы ему сделали все, как он хотел. Но это их меняет, этих людей. Но, с другой стороны, это их меняет, мы, безусловно, к ним прислушаемся, и у нас, как ни странно, публика гораздо более требовательная, Ага. чем публика тех меломанов, которые приходят просто, например, в концерты, именно в концертные залы. Интересно, да. Такой. Да. Вам-то виднее, вы Да. и ту знаете сферу, и эту. Это гораздо более требовательные люди. Вот То есть видите? они привыкли требовать везде, то есть какие-то, не знаю, там банковские служащие, маркетологи. Более живая связь Конечно, со зрителем. да. Там же, наверное, даже многих исполнителей вот в этих храмах искусства и не Да. интересует, как там что воспринимается. Они уверены, что и так публика это примет. Конечно. Да, а у вас здесь такая прямая связь, и вы реагируете очень быстро, живо, Потому что да? мы, если говорить просто, мы зависим от этих людей. Да. То есть, если они купили билеты на наш концерт, значит, мы существуем. То есть, получается, это все каким-то образом сделать на хорошей коммерческой основе, да? Да. Совершенно замечательно. Да? Да. Совместить и то, и другое, Да. это же очень важно. Скажите, пожалуйста, вы упомянули о рок-музыке. Вы Да. и в этой сфере, да, немножко работаете? Да. И какие у вас там предпочтения, что вы выбираете, мне просто интересно. Вы знаете, но это зависит, наверное, и от публики, которая пишет свои пожелания, и от исполнителей. Ага. Вот, например, у нас сейчас была новая, буквально вот на прошлой неделе было 4 новых программы, про которые я говорила. Одна программа связана с русским и советским кино. Так. Это было невероятно успешно. Одна программа была связана с Раймондом Паулсом. Да. Тоже замечательно. Я очень давно это вынашивала. Дело в том, что Раймонд Паулс, мы все его знаем по прекрасным песням. Да. Но кроме того, он всю жизнь руководил эстрадно-джазовым оркестром. И вот мы это сделали, именно подняли то его творчество. Чудом нам удалось достать ноты, именно вот его эстрадно-джазовой композиции, с прекрасным пианистом. У нас есть такой сейчас замечательный, юный, совершенно первый курс, Василий Грачев, феноменальный совершенно пианист. Вот мы сделали, и в том числе это с органом было. И это тоже было невероятно успешно. Люди выходили, естественно, кто постарше, то есть просто со слезами на глазах, что как вот эта музыка, там, например, «Долгая дорога в дюнах», это помимо уже ставшей песни, это целая эстрадно-джазовая композиция, которую он изначально создавал. Потом она уже перешла в фильм. Вот. И у нас была программа «Рок-баллады». Это был Скорпионс, Нирвана, я даже все не вспомню. И даже два замечательных музыканта, органист и пианист Никита Хабин, совершенно гениальный лауреат всевозможных конкурсов. Это совершенно по-другому, когда звучит это сольный рояль или орган. И как вот Нирвана, это гаражный рок, так называемый. И это удается вот... Удается. Потрясающе. И ваши коллеги это нормально к этому относятся, да? То есть вот к этой музыке, что ее воспринимают во всяком случае, правильно же? Раз они ее исполняют. Конечно. Она им нравится. Конечно, все как безусловно, слушателям, безусловно. правильно же? Более того, они очень часто выходят сами с предложением. Принято же считать, что классические музыканты для них это как Нет. бы такой Нет. низкопробный жанр. Есть, но все же живут в современном мире. Да, И конечно. поэтому есть некоторые музыканты, которые просто честно признаются, что они это не умеют. Даже так. Да. Да. Это же тоже высокое искусство. Это высокое, это, Согласитесь? Это гораздо более высокое искусство, потому что здесь важна, допустим, если мы говорим о классической музыке, это просто искусство интерпретации. Да, и очень часто, как говорил Верди, просто исполните все, не надо ничего выдумывать, просто вы исполните все эти ноты, которые я написал. Вот, и этого уже будет достаточно, чтобы действительно было замечательное исполнение. Просто не так просто даже исполнить то, что написано. Вот. А вот если мы говорим о музыке, например, о рок-музыке, исполненной как солист на рояле, это надо иметь такой талант и
Другое ощущение музыки, не только да? ощущение, это именно искусство интерпретации, вот передать это роялем с Да. помощью фортепианной игры. И я очень рада, что у нас такие музыканты, которые это делают. Люди уходят в абсолют. Вот Да ты просто абсолютно представляешь, была да, это счастливая же аудитория. раскрывает эту музыку с совершенно новыми гранями. Да, и вот у нас в соборе Петра и Павла почти 1000 мест. Даже в соборе? В соборе. В соборе? Почти 1000 мест, и попасть было невозможно. Как Новый год, скажем так. Вы вокально пробовали вот себя в этих жанрах? Нет. Нет, да? Это все-таки Нет. другое. Вот сейчас я пытаюсь, чтобы все-таки мы сделали именно в минимализме. Ага. Вот эта программа у нас есть в планах. Угу. Чтобы мы сделали Пиарта, возможно, Тавенера. Мы сейчас целую программу готовим композиторов, которые в сознательном возрасте приняли православие. Угу. Вот, и есть такой потрясающий композитор Тавенер, англичанин. Его же нет в живых. У него феноменальная музыка, просто феноменальная. И как и Арво Пиарт, он же тоже православный, хотя родился в Эстонии, Понятно, понятно. в протестантской стране. Скажите, вот новое поколение музыкантов, вот вы сейчас сказали, Да. чудесные, вот эта Да. поросль, она более, да, восприимчива к современным формам искусства, готова к такому, да? И я считаю, что этот возраст вообще не важен. Не важен, Это да? абсолютно индивидуально. Угу. Потому что, вот, например, я привозила на гастроли из Узбекистана замечательную органистку Тамилу Самирсакову, внучку великого Самирсакова, академика математика. Сарымсаков. Да, Сарымсаков, да, Сарымсаков, да. Вот Тамила приезжала, она играла классическую программу, она закончила школу Успенского, после этого она поступила во Францию, уехала учиться к своему педагогу в Нормандию, и аспирантуру она заканчивала во время ковида в Германии. Угу. Я предложила Тамиле, говорю, Тамила, говорю, может быть, как сыграем какую-то программу, каких-то переложений. Вот у нее абсолютно академическое европейское образование. И она честно сказала, говорит, я еще этого не умею. И она играла абсолютно классическую программу. Это был Вивальди, это был Бах. Но зато она впервые сыграла с нашим саксофонистом. То есть ей тоже очень хотелось это попробовать. Это был замечательно. У нас такой есть замечательный Михаил Трошин. Блистательный музыкант. Я считаю, что, наверное, сейчас номер 1. Спасибо, просто я под огромным впечатлением нахожусь. Сейчас мы очень ждем открытия павильона Узбекистан. На ВДНХ? На ВДНХ. Я была там 3 недели назад. Там уже просто буквально фактически делают уборку. Это безумно красиво. Это очень красиво. Первый главный зал, атриум. С левой стороны как раз Улугбек на стене. То есть там есть чудесное пространство, как концертный зал. Мы очень хотим туда поставить орган. И вообще фестиваль Улугбек мы планировали начинать именно там. Вот, просто вот это все. Долго шла реставрация, реставрационные работы. Это самый красивый павильон на ВДНХ. Перед ним фонтан и еще 2 фонтана. Ну, это невероятно совершенно. Ну, я уже представляю. Это очень красиво, да. Вот поэтому мы очень ждем и хотим именно продолжить наш Улугбек-фест именно там. Замечательно. Я еще раз хочу вас поблагодарить. Это была очень интересная беседа. Я очень не люблю вот это слово креативный, это всему. Но вы действительно удивительно творческий человек. Вот вы в этой нашей короткой беседе рассказали о таком количестве потрясающих совершенно проектах, которые вы планируете, и которые уже осуществили на стыке таких совершенно современных трендов, да, там вот искусственный интеллект, классическая музыка, рок-музыка, джаз, киномузыка, советская киноклассика. То есть это просто эстрадная музыка, которую вы тоже используете. Да? Это просто потрясающе. Я, конечно, не профессионал, но я зритель. Да, я имею право высказать. Мне кажется, будущее за такими, как вы, в этой сфере. Классическая музыка, люди с классической музыкой должны осваивать этот современный рынок, по-другому безусловно, ничего не изменишь. Да. И замечательно, что есть такие новаторы, как вы. И очень хорошо, что вы здесь, в Узбекистане, нам помогаете это все осознать вначале, а потом пытаться... Так что мы очень хотим продолжить концерты и в соборе католическом, и в музее. То есть я думаю, что это было бы, и если не только музей изобразительных искусств, а еще и другие музеи. Замечательно. Спасибо вам большое. Я думаю, наше музейное сообщество вам
окажет поддержку. Тут тоже есть люди, которые, наверное, думают об этом, что 21 век, Да. он просто нас охватывает, захватывает своими технологиями, миром. И есть люди адекватные этому миру, вот из мира искусств, которые, как вы, все прекрасно это понимают, чувствуют все эти тренды. И более того, их осуществляет, и вы, по-моему, задаете их даже новые, вот в вашей сфере. Мы стараемся. Да. Да. Спасибо вам большое, было очень интересно. Спасибо вам, что пригласили. Да не за что. Нам было прежде всего очень интересно. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Очень рад.